За все годы практики я перепробовал со своими пациентами десятки разных подходов к похудению. Диеты с подсчетом калорий, и низкожировые, и низкоуглеводные, и замена питания на коктейли. И знаете, что я понял за эти годы? По-настоящему и надолго убирает жир с живота только одно. Это интервальное голодание. Сегодня я подробно расскажу, почему это работает и как начать применять эту простую систему уже с сегодняшнего дня без всякого стресса для тела. Если в двух словах, интервальное голодание – это просто чередование времени, когда вы едите, и времени, когда вы не едите. Никаких списков запрещенных продуктов и никаких подсчетов калорий, никаких весов на кухне. Только часы. Например, 8 часов в сутки вы спокойно едите, а оставшиеся 16 часов пьете. Только воду и черный кофе и чай без сахара. И именно эта простая пауза запускает в теле особые процессы, благодаря которым жир с живота наконец начинает уходить. Подробно разберем, как и почему это работает в этом ролике. А еще я расскажу о двух гормонах в нашем теле, которые на самом деле решают, будет у вас жир на животе или нет. Калории здесь не главное. Главное эти два гормона. И когда вы поймете, как они работают, вы сможете убрать живот без жестких диет и без подсчета калорий и без срывов по вечерам. Это знание один раз и на всю оставшуюся жизнь. К интервальному голоданию я пришел далеко не сразу. Долгое время я, как и многие мои коллеги, советовал пациентам есть часто и понемногу. И только когда я увидел реальные результаты у тех людей, которые перешли на интервальный режим, я полностью пересмотрел свой подход к похудению. Скажу честно, я и сам попробовал эту систему на себе и за несколько месяцев сбросил 8 килограммов лишнего жира с живота, без всяких диет и без зала. Мои близкие, знакомые и многие пациенты, которые повторили эту простую схему, получили похожие результаты. Кто-то ушел на 5 килограммов, кто-то на 12, а кто-то и больше. Поэтому сегодня я делюсь только тем, что прошел сам и что видел на практике у живых людей. Меня зовут Михаил Дубравин, и на своем канале я рассказываю все о вашем теле простыми. Человеческими словами, без сложных медицинских терминов. Подпишитесь на канал и нажмите колокольчик. Ну вот давайте начнем с самого главного. Прежде всего, интервальное голодание – это совсем не диета, как многие думают. Это не таблица разрешенных и запрещенных продуктов. Это не подсчет калорий и не взвешивание порций. Интервальное голодание – это просто схема по часам, когда вы едите и когда вы не едите. Все. Звучит очень просто, но именно эта простота и делает всю магию. А теперь самое интересное о двух главных гормонах, ради которых вообще стоит начинать всю эту историю. Первый герой называется инсулин. Это тот самый гормон, который заставляет наше тело откладывать жир, особенно на животе. Каждый раз, когда вы едите любую еду, даже маленький перекус, инсулин подскакивает. И пока он высокий, ваше тело просто физически не может сжигать жир. Это как кран с водой. Пока кран открыт, стиральная машина не сольет воду в канализацию. Пока инсулин высокий, жир не уходит никуда. И знаете что? Меня самого когда-то удивило в этой теме больше всего. Раньше считалось, что только сладкие углеводы поднимают инсулин. Это совсем не так оказывается. Любая еда поднимает инсулин, даже орехи, даже куриная грудка, даже маленький овощной салат. Поэтому, когда человек ест 5 или 6 раз в день инсулин, у него весь день держится высоким. И жиру на животе просто некуда уходить. Идем дальше, и тут уже наш второй герой. Это гормон роста. Его иногда называют гормоном молодости. Он делает совершенно противоположную работу инсулину. Он сжигает жир и одновременно защищает мышцы и помогает телу омолаживаться изнутри. Но есть один очень важный момент про этот гормон. Гормон роста выделяется только когда инсулин низкий. Эти два гормона как качели. Один вверх, другой вниз. И вот когда вы делаете большие паузы между приемами пищи, происходит настоящая магия. Инсулин падает, и гормон роста наконец просыпается. Тело включает режим сжигания жира, особенно того самого упрямого жира на животе, который не уходил годами никакими диетами, никакими тренировками. Есть еще одна штука, которая объясняет, почему у многих людей живот растет, даже когда они вроде бы едят совсем немного. Это называется инсулиновая резистентность. И понять ее обязательно для каждого, кто хочет реально убрать живот. Потому что именно из-за нее все диеты дают временный результат, а живот возвращается обратно. Звучит сложно, но я сейчас расскажу совсем простыми словами. Представьте, что инсулин – это голос мамы, который зовет ребенка домой со двора. Если ребенок слышит маму один раз, он сразу прибегает домой. Но если мама кричит 10 раз в день, каждый день ребенок начинает ее просто игнорировать. Точно так же работают и клетки нашего тела. Когда инсулин кричит редко и спокойно клетки его слышат и быстро реагируют. Когда инсулин кричит постоянно весь день, клетки перестают его слышать вообще.
Поджелудочная железа в ответ начинает выбрасывать еще больше инсулина, пытаясь докричаться до глухих клеток. В крови инсулина становится в 5 или 7 раз больше нормы. А это значит, что жир откладывается еще сильнее. Получается замкнутый круг, из которого человек не может выйти годами. И главное лекарство от этой инсулиновой резистентности – это совсем не таблетки и не дорогие добавки из аптеки. Это простые длинные паузы между приемами пищи. Пора развенчать главный миф, который годами повторяли диетологи и врачи. Что нужно есть 5 или 6 раз в день маленькими порциями, чтобы разогнать обмен веществ. Если вы до сих пор так питаетесь, думая, что заботитесь о фигуре, этот блок может буквально перевернуть ваш подход и сэкономить вам годы безрезультатных усилий. Я сам так советовал пациентам много лет своей практики. И знаете что? Это оказалось не просто неточным советом, это оказалось буквально противоположным правде. Смотрите, какая штука получается на самом деле. Каждый раз, когда вы едите даже самый маленький полезный перекус, инсулин подскакивает. 6 перекусов в день – это 6 подскоков инсулина. Тело почти весь день находится в режиме запасания энергии в жир. Сжиганию жира просто нет времени и пространства. Наши предки никогда не ели по графику 5 раз в день. Не было ни 5 приемов, ни 6. Часто они ели 1 или 2 раза, иногда вообще пропускали целый день, когда охота была неудачной. И их тела были подтянутыми и сильными до самой старости. Потому что между приемами пищи у организма было достаточно времени реально работать со своими жировыми запасами. Переходим к самой практичной части, ради которой вы и смотрите это видео. Как именно начать применять интервальное голодание в своей жизни без стресса для тела и без срывов. Я разделю все на 3 простых шага, которые можно проходить постепенно неделю за неделей. Первый шаг самый важный, и с него начинают все без исключения. Перейти с 5 или 6 приемов пищи на 3 приема пищи без всяких перекусов между с ними. Это уже само по себе дает огромный заметный результат. Завтрак, обед и ужин. Между ними только чистая вода и при желании черный кофе или травяной чай без сахара. Знаете, в чем главная сложность этого первого шага для большинства людей? Уже через 2 или 3 часа после еды многие чувствуют голод и тянутся к перекусу. И это происходит потому, что в их еде слишком мало хорошего жира. Жир – это единственный из 3 главных питательных веществ, который реально насыщает надолго. Поэтому добавьте в каждый свой прием пищи нормальную порцию полезного жира. Это оливковое масло на салат и кусок жирной рыбы и яйца с желтками. И кусочек качественного сыра и горсть орехов. И вы спокойно выдержите 4 или 5 часов без всякого голода между приемами. Кстати, напишите в комментариях, сколько раз в день вы сейчас едите. 3 раза или 5, или весь день что-то постоянно жуете. Я лично читаю комментарии и отвечаю, когда есть свободная минута между приемами. А когда вы привыкли к 3 приемам пищи без перекусов, можно переходить ко второму шагу. Это та самая известная схема 16/8. Что она означает в простых словах? 16 часов в сутки вы не едите вообще ничего. А 8 часов в сутки у вас открыто окно для еды. В это окно помещаются обычно 2 или 3 приема пищи нормального размера. Это намного проще, чем звучит на бумаге. Смотрите, как это выглядит в обычной жизни любого человека. Вы просыпаетесь утром в 7 или в 8 и не завтракаете сразу. Просто пьете воду или черный кофе без молока и без сахара. Первый прием пищи у вас в 11 утра или в полдень. Дальше нормальный обед примерно в 3 часа дня и ужин в 7 или в 8 вечера. После ужина вы уже ничего не едите до утра следующего дня. Получается ровно 16 часов без еды и 8 часов с едой. И знаете, что в этой схеме самая мощная по эффекту. Главная работа по сжиганию жира происходит во время сна и в первые часы после пробуждения, утром. Если вы сразу с утра набросились на полный завтрак, вы прерываете этот процесс на самом интересном месте. А если вы можете спокойно подождать еще 4 или 5 часов после пробуждения, вы получаете в подарок длинную фазу настоящего жиросжигания. А для тех, кто уже привык к 16/8 и хочет ускорить процесс, есть 3 уровень. Это схема 20/4. 20 часов в сутки без еды. И всего 4 часа окно для еды. В эти 4 часа вы съедаете 2 больших нормальных приема пищи. Выглядит это так в обычной жизни. Вы встаете утром и спокойно ничего не едите до самого обеда. Первый прием пищи в час дня или в 2 часа. Через 4 часа после него идет второй и последний прием пищи, например, в 5 или в 6 вечера. И все. До следующего обеда вы уже ничего не едите. Это уже серьезный уровень, и переходить на него стоит постепенно и аккуратно. Не пытайтесь прыгнуть сюда сразу с 5 приемов в день. Тело должно успеть привыкнуть к новому ритму, иначе будут головные боли и слабости, тяга к сладкому и срывы по вечерам. Дайте себе 1 или 2 месяца на каждый предыдущий шаг, и только потом переходите к следующему уровню. И если вы хотите ускорить эффект еще в несколько раз, есть один
секретный ингредиент, о котором мало кто говорит. Это короткие интенсивные тренировки. Не 2 часа в зале с гантелями, не часовая пробежка через силу. Всего 20 минут активного движения с быстрой переменой темпа. Самый простой пример такой тренировки. Вы быстро идете или бежите 30 секунд в максимальном для себя темпе. Потом 1,5 минуты идете спокойно восстанавливаясь и дыша. И снова 30 секунд быстро. Повторяйте 8 раз подряд. Получается ровно 20 минут. И все. Такие короткие тренировки выбрасывают огромное количество гормона роста, того самого сжигателя жира, о котором мы говорили. И эффект жиросжигания держится еще 12 или 24 часа после самой тренировки. Соедините это с интервальным голоданием, и вы получите по-настоящему мощный двойной эффект. Если до этого момента видео было для вас полезным, поставьте, пожалуйста, лайк прямо сейчас. Это занимает 1 секунду, а помогает YouTube показать ролик другим людям, которые тоже борются с жиром на животе. Теперь самый частый вопрос, что есть в окно для еды. Я уже сказал, что интервальное голодание – это не диета и не таблица разрешенных продуктов. Но все-таки есть несколько простых правил, которые усиливают эффект в несколько раз. Самое главное правило в окно еды – добавьте побольше хороших жиров в свои приемы пищи. Жирная морская рыба и оливковое масло холодного отжима и сливочное масло от хороших коров. И желтки яиц, и спелые авокадо, и орехи в умеренном количестве. Хороший жир насыщает надолго и помогает легко выдерживать большие паузы без чувства голода. Дальше очень важная вещь про сахар. Уменьшите быстрые углеводы во всех их видах. Это белый хлеб и булочки, и магазинные сладости, и сладкие напитки, и пакетированные соки. Они моментально поднимают инсулин и сводят на нет всю работу вашего интервала. Если очень хочется сладкого, выбирайте ягоды или фрукты целиком, но не соки и не варенье. Не забывайте про белок в каждый прием пищи. Мясо или рыба или яйца, или творог, или бобовые. Белок защищает мышцы во время голодания и тоже хорошо насыщает надолго. И последнее, самое простое. Не объедайтесь в окно для еды, думая, что нужно набить себя впрок до следующего обеда. Ешьте ровно до сытости и спокойно останавливайтесь. Тело быстро привыкает к новому ритму, и аппетит саморегулируется через 1 или 2 недели. Очень частый вопрос, который мне задают зрители, что можно пить во время самого голодания и что ломает интервал. Запомните простое правило. Можно все, что не поднимает инсулин в крови, чистая вода можно сколько угодно, минеральная вода без сахара можно, черный кофе без молока без сахара можно, чай без сахара, любой зеленый или черный или травяной тоже можно. Можно даже добавить в воду немного лимонного сока и щепотку обычной соли. Это поддержит баланс электролитов и поможет легче переносить длинные паузы. А вот что ломает голодание полностью? Любое молоко, даже маленькая капля в кофе, сахар или мед, или любые сахарозаменители, любые соки и сладкие напитки, даже диетические, да, бульон с мясом тоже уже считается едой. Даже одна маленькая жвачка сахарозаменителя может прервать весь процесс жиросжигания. Теперь поговорим о тех, кому интервальное голодание не подходит или нужно подходить. Очень осторожно. Я обязан сказать об этом честно, перед тем, как закончить разбор. Начну с тех, кому категорически нельзя без врача. Это люди с диабетом 1 типа на инсулине, без наблюдения врача. Интервальное голодание им категорически нельзя начинать самостоятельно. Может произойти серьезное опасное падение сахара в крови. Беременным и кормящим женщинам тоже не стоит. Объясню почему. В этот особый период любые ограничения в еде нежелательны и небезопасны для ребенка. Голодание лучше оставить на потом, когда грудное вскармливание закончится. Отдельно скажу про людей с расстройствами пищевого поведения в прошлом. Если у вас была анорексия или булимия, начинать любые схемы еды без психотерапевта. Неправильно и опасно. Подросткам до 18 лет тоже не подходит этот режим. Их тело еще активно растет, и любые серьезные паузы в еде могут помешать нормальному развитию. Всем остальным здоровым людям интервальное голодание подходит и приносит большую пользу. Но даже здоровому человеку лучше первый раз обсудить переход на новую схему еды со своим лечащим врачом. Особенно если вы принимаете какие-то лекарства на постоянной основе. Все источники и научные статьи по гормонам и по протоколам интервального голодания я обязательно оставлю в описании под этим видео. Если хотите копнуть глубже после просмотра, вы спокойно сможете изучить их вечером с чашкой чая. Если коротко собрать все, что мы сегодня разобрали, в одну простую картину получается такое. Жир с живота уходит только когда падает инсулин и поднимается гормон роста. Чтобы это произошло, нужны длинные паузы между приемами пищи. Начинайте с 3 приемов в день без перекусов. Потом переходите на схему 16 на 8,
Дальше, при желании, на 20/4 добавьте короткие интенсивные тренировки по 20 минут. И почти никаких быстрых углеводов. И живот начнет уходить сам без всякого подсчета калорий и без голодных страданий. И самое важное, что я хочу оставить с вами после этого видео. Лишний жир на животе – это не приговор и не неизбежная плата за прожитые годы. Это просто сигнал, что инсулин у вас весь день держится высоким, и тело не получает шанса включить сжигание жира. Дайте телу этот шанс, и вы удивитесь, как быстро все начнет меняться к лучшему. Многие мои пациенты, которые перешли на интервальное голодание, потеряли по 5 или 8 килограммов за 2 или 3 месяца. На следующей неделе я выпущу видео про конкретные продукты, которые при интервальном голодании работают как настоящий турбоускоритель жиросжигания. Их легко найти в обычном магазине, и они стоят совсем недорого. Подпишитесь на канал с колокольчиком, чтобы не пропустить этот разбор. Если видео было для вас по-настоящему полезным, поставьте лайк и обязательно посмотрите другие мои видео на канале. Я каждую неделю разбираю одну большую важную тему по здоровью и по похудению на понятном, простом языке и без сложных терминов и без рекламы добавок. У меня уже накопилось много роликов про простые натуральные способы поддержать здоровье сосудов и печени, и сна, и общего самочувствия. Берегите свое тело, потому что оно у вас одно на всю жизнь. До встречи в следующем выпуске.